Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тютченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте я вам расскажу о том, как правильно выбрать поросенка для откорма. Тема эта очень важная, так как хочется выбрать такого поросенка, чтобы потратить как можно меньше кормов, а с другой стороны, чтобы поскорее его вырастить. То есть, чтобы весной поросенка взять, а к Рождеству увидеть его уже на столе. Далеко не всегда и далеко не у всех это удается сделать, к сожалению. Очень часто бывает так, что поросенка взяли, а он растет очень медленно. И вместо 6-8 месяцев его приходится кормить год, а то и больше. На больших комплексах получается за 6 месяцев откормить свинью до 120 килограммов. А вот в домашних условиях никак это не удается. Почему? Как получить максимальный результат в домашних или фермерских условиях? Пусть не такой хороший, как на промышленных свинокомплексах, но тоже очень хороший. Как выбрать такого поросенка, чтобы получить максимальный результат? Многие понимают, что для этого надо в первую очередь выбрать хорошего здорового поросенка, но не всегда получается желаемый результат. В очень многих учебниках описано множество признаков, по которым необходимо выбирать поросенка. Не скажу, что там написано что-то неправильно, но каждый автор старается дать как можно больше таких признаков по принципу «чем больше, тем лучше», тем самым отвлекая внимание от самых главных моментов, которые надо знать обязательно при выборе поросенка. Этих моментов не так уже и много, и они взаимосвязаны между собой. И если одно звено в этой цепи нарушено, то компенсировать это другим звеном не удастся. Как эти моменты взаимосвязаны между собой и что первично, а что вторично в этом вопросе, и смотрите в данном видеоролике. Понятно, что поросенок должен быть здоровым, и что если поросенок чем-то переболел, то вырастить его намного сложнее и затратней. Мы рассмотрим детально вопрос здоровья немножко позже, но успех зависит не только от здоровья. Так что же надо знать, чтобы правильно выбрать хорошего поросенка? Что первично в этом вопросе? Так вот, самое главное, это чтобы у поросенка изначально была хорошая генетика. Что это значит? Вся селекция в свиноводстве во все времена сводилась к тому, чтобы вывести такую свинью, чтобы она побыстрее и поэкономичнее откармливалась на доступных кормах в местных природно-климатических условиях. Таким критериям соответствуют местные породы свиней, которые хорошо адаптированы к малоконцентратному типу кормления и к местным условиям. Например, порода большая белая. То есть свиньи местных пород достаточно хорошо растут на обычных кормах, которые есть в каждом регионе. Они охотно поедают и корнеплоды, и отходы со стола, и зелень, которая растет летом. При этом концентрированные корма в виде отрубей занимают далеко не основную часть их рациона. Короче говоря, свиньи таких пород всеядные и едят все, что им дают. И растут, может быть, не так быстро, как их собратья породы ландрас или дюрок, которые были специально созданы для промышленного свиноводства. Но они эффективно используют доступную кормовую базу, устойчивы к различным заболеваниям и достаточно экономичны. Поэтому свиньи местных пород наилучшим образом подходят для домашнего или небольшого фермерского хозяйства. Что касается генетики, то есть еще один важный момент. В основном это касается небольших фермерских или единоличных хозяйств, где иногда наблюдается инбредная супрессия, то есть когда в стаде есть один хряк, которым покрываются дочки, внучки, правнучки. Это называется близкородственное спаривание, при котором наблюдается вырождение стада или по-научному это называется инбредная супрессия. Это вырождение проявляется тем, что такие свиньи менее жизнеспособны, более подвержены различным заболеваниям. Ну и, конечно же, что они очень плохо растут. Корма идут как в бездонную бочку, то есть расход большой, а толку мало. Поросенок с хорошей генетикой позволит вам сэкономить и корм, и намного быстрее откармливается. Экономия получается очень большая, от 30 и более процентов. Это еще при условии, что вы взяли здорового поросенка. То есть получается, что из 3 поросят с плохой генетикой одного поросенка вы фактически теряете. Это очень много. Избежать этого можно, если брать поросят в хозяйствах, которые специализируются на выращивании ремонтного молодняка.
Как правило, они продают поместный молодняк, полученный в результате скрещивания двух или нескольких пород. Подтверждено, что продуктивность таких свиней выше, чем чистопородных. У молодняка, полученного в результате гибридизации, среднесуточный прирост живой массы на 10-15% выше, а расход корма на единицу прироста на 5-10% меньше, чем у его чистопородных сверстников. Итак, с генетикой разобрались. Теперь перейдем к здоровью поросят. Здоровье – это тоже ключевой фактор продуктивности. Даже если у поросенка будет хорошая генетика, но возьмете больного или переболевшего, то вас тоже ожидают убытки. То есть и генетика, и здоровье – это очень важные взаимосвязанные факторы. Любое заболевание, даже перенесенное в прошлом, в разной степени отрицательно влияет на продуктивность поросенка. В идеале поросенок должен быть очень подвижным, иметь крепкую конституцию, быть чистеньким, чистенькие копытца, чистенькая попка. Чистое анальное отверстие свидетельствует о том, что у поросенка отсутствуют какие-либо заболевания желудочно-кишечного тракта, нет поноса. Нежелательно, чтобы у него были какие-то покашливания. Это значит, что, возможно, поросенок переболел каким-то легочным заболеванием или у него есть глисты. Это не есть критично, но мы же выбираем лучший вариант. Худший вариант, он как-то сам собой и без нас получится. У поросенка должен быть закрученный хвостик. Если хвостик ровный, то это тоже свидетельствует о том, что есть или была какая-то патология. Щетина у поросенка должна быть чистой, шелковистой. Если щетина длинная и грубая, значит, что-то с поросенком не так. Значит, есть какие-то, возможно, скрытые заболевания. Даже если это нельзя определить, что это за заболевание, и нету каких-то явных клинических признаков. На что еще важно обратить внимание, так это на то, как поросенок ест. Если поросята в загоне, поставьте какую-то посудину с кормом. Обратите внимание на поросят, которые первым подбежали к миске с кормом, и на то, как они едят. Те поросята, которые с огромным аппетитом захватывают корм и так, что аж давятся, громко чавкая, то это хороший признак. А те, которые, как в ресторане, посасывают корм, то такие интеллигенты вам не нужны. Они будут хуже и дольше откармливаться. Обратите внимание обязательно на челюсти поросят. Они должны быть одного размера и хорошо смыкаться. Поросята с неправильным прикусом плохо используют корма и имеют низкую продуктивность. Также надо помнить, что более длинные поросята быстрее растут, там больше мяса, они лучше развиваются. Короткие раньше замедляют рост и быстрее осаливаются. При выборе поросенка также следует обращать внимание на форму головы, развитие челюстей, прикус, как я уже говорил, хвост. Легкая голова с курносым профилем указывает на нежную конституцию, способность животного к откорму и раннему ожирению. Тяжелая голова с прямым профилем и укороченными лицевыми костями свидетельствует об общей крепости животного и способности к усиленному росту. Можно еще перечислять внешние признаки, по которым надо выбирать поросенка, но боюсь, что дальнейшее перечисление этих признаков вас может только запутать. Это уже придет со временем, если вы будете это очень часто делать. Кратко описать эти требования можно так, что поросенок должен быть подвижным, здоровым и красивым. Да-да, красивым, как это ни странно не звучит. То есть поросята должны радовать глаз. Думаю, что ваше подсознание вас не обманет. Хрячок или свинка считаются нормально развитыми, если они в 3-4-недельном возрасте имеют живую массу 5-7 килограммов, а в 7-8-недельном 14-18 килограмм. Лучше, конечно, покупать поросят в возрасте 2 месяцев. Их уже сразу можно приучать к разному корму, обычному корму, и у них меньше шансов заболеть, так как в возрасте 1 месяца они только-только отлучены от свиноматки и еще не приучены ко всем кормам. Весенние поросята выкармливаются легче, летом есть много доступных кормов.
Я вам дал идеальный вариант, что надо для того, чтобы побыстрее и с наименьшими затратами вырастить поросенка. Конечно, можно вырастить и более слабого поросенка, но вам придется посвятить ему больше внимания и в буквальном смысле понянчиться с ним, а возможно и ближе, не безоплатно, понятно, познакомиться с ветеринарным специалистом. Это как на авторынке, купить машину со скрытыми дефектами. Потом придется вкладывать непонятно сколько времени и денег, чтобы на ней ездить. Вот точно так же и с поросятами. Поэтому к выбору поросят надо подойти очень и очень ответственно. Это ваше время и деньги. Лучше брать сразу не менее 2 поросят. Свинья является стадным животным, и одиночество ее может тяготить. Вместе они будут чувствовать себя лучше, будет кого отпихивать от корыта, и движение будет больше, и аппетит будет хороший, а значит и прирост. Итак, еще раз кратко суммируем, какие условия должны быть обязательно соблюдены при выборе поросенка. Первое. Генетика и еще раз хорошая генетика. Второе. Крепкая конституция и хорошее здоровье поросенка. Крайне желательно, чтобы поросенок никогда и ничем не болел. И третье, дополнительные, но очень важные признаки. Высокая подвижность, хороший аппетит, хорошие челюсти и возраст 7-8 недель, чтобы поросенка можно уже сразу приучать к обычным кормам. А если хотите обо всех этих признаках услышать более подробнее, то тогда посмотрите этот видеоролик еще раз. На этом у меня все. Хороших вам поросят, всего вам доброго и до новых встреч!